Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Матушка Игуменя, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем, с праздником. С особым чувством, и еще раз повторяю, я переступаю порог этой святой обители, с которой был связан действительно, как уже матушка сказала, годами своего детства. Еще когда здесь была мерзость и запустение, и когда благочестивые ленинградцы, петербуржцы, так мы теперь называем сей город по его историческому наименованию, приходили, не имея возможности войти в храм, помолиться у стенки. И то под надзором, как я уже в прошлый раз говорил, милицейского поста. Вот так безбожная власть защищала как бы эти стены от любого проявления религиозного чувства людей. И тем не менее люди приходили, молились. И поэтому открытие этой обители в те годы, когда это стало возможность, было воспринято с особым духовным энтузиазмом всеми петербуржцами. Ну а поскольку я и моя семья особенно были связаны с этим местом, то, конечно, вспоминая это событие, одновременно вспоминаю и все те чувства, которые мы переживали. Действительно, как бы открывалась новая эра, новый период в жизни страны и в истории нашей церкви. А ведь так оно и произошло. Эта новая эра сопровождалась невиданным возрождением веры нашего народа, открытием тысяч храмов, сотен монастырей, десятков епархий. И все это происходило и происходит до сих пор на фоне наступающего агрессивного безбожия, которое порабощает многие так называемые христианские страны, которые перестали уже быть, по сути дела, христианскими. А теперь вот возникает вопрос, а почему так? Ведь там, не будем указывать, в каком географическом пространстве это находится, вы все знаете, о каких странах идет речь. Там с отступлением от веры не связано никаких угрызений совести. Может быть, какие-то отдельные группы людей, еще хранящих веру, переживают, молятся, но в общем, в общественном пространстве нет никаких протестов. Мы знаем, как там любят протестовать. Особенно, если используется такое понятие, как нарушение прав человека. На дыбы встают, борются, низвергают. А здесь что происходит? А происходит вот что. Вера исторгается из жизни людей. Церкви закрываются, перепрофилируются, причем иногда кощунственно. На месте храмов и монастырей возникают рестораны и увеселительные заведения. И что? Где протесты? Почему можно протестовать, защищая права людей, что правильно? И почему же не протестуют тогда, когда открывается прямое гонение на церкви, на святыни, когда исторгается христианство из жизни людей? Вот этот вопрос, ведь он не праздный. Конечно, есть те люди, которые переживают, я знаю таковых, которые молятся, которые надеются, но мощного общественного движения в защиту христианства нет на Западе. Это значит только одно: ушла вера из сердец людей. И она им перестала быть нужной. И если еще какие-то сохраняются уважительные жесты в адрес христианства, то они чаще всего связаны с сохранением культурных памятников, некоторых культурных традиций, но практически не с живой верой. Конечно, есть еще места и массовых паломничеств, и проявления религиозных чувств, но они все более и более становятся маргинализованы и все более и более оттесняются на периферию жизни обществ. А теперь возникает вопрос, а почему у нас не так? Мы ведь тоже европейцы, мы ведь тоже принадлежим к той же самой расе.
Если взять нашу историю, начиная с Петра I, так прививка мощнейшая была западной культуры, западного образования, западного образа жизни. Все кафтаны старые русские попрятали в сундуки и чуланы, оделись в камзолы, женщины в западные платья. Общество стало полностью вестернизировано, ну, казалось бы, уж свои. А ведь ничего не получилось на глубине. Самой радикальной попыткой исторгнуть веру была революция. Это было не просто интеллектуальное и культурное выдавливание веры из жизни общества, это было насильственное уничтожение веры православной. И вся мощь тогдашнего тоталитарного государства была брошена на то, чтобы расправиться, как говорили, с предрассудками. И один безумный правитель, не буду упоминать его имя, в святых местах заявлял о том, что к 80-му году, который связывался в его болезненном сознании с началом построения коммунизма, он покажет последнего папа по телевизору. Вот уже имя-то этого господина или товарища мало кто помнит, а мы с вами молимся в некогда закрытом, а ныне наполненном народом Иоанновском монастыре на Карповке, куда приходили даже в те грозные безбожные годы верующие жители града сего помолиться святому угоднику Божьему. А вот теперь самый главный вопрос, а что все это означает? Ведь по всем законам общественного развития, политической логикой, ничего бы не должно было остаться от нашей веры, от нашей церкви, от этого монастыря. Те, кто так думал, и те, кто работал на это, ушли в небытие. Мы не знаем их. Если знаем, то только по учебникам истории, то с критическим комментарием. А мы с вами в этом некогда закрытом монастыре стоим и молимся. Вот это и есть чудо Божье, которое совершилось в жизни нашего народа. А если говорить об этом святом месте, то это чудо отца Иоанна Кронштадтского, великого Божьего угодника, который явил свою святость в самые, что ни на есть, сложные годы политической перестройки общества, когда вверх брали революционные силы, когда вера исторгалась из сердец человеческих, он своим громким, в духовном смысле громким голосом обличал тех, кто шел по этому страшному пути богоотступничества, и примером своим, верой своими, а позже и чудесами своими укреплял и укрепляет веру во многих людях, в коих вера эта еще колеблется и не усвоена разумом и сердцем. Поэтому место, в котором мы с вами молимся, это особое место. Оно было святым, как я уже сказал, в тяжелые годы гонений, и сейчас, просияв своей красотой, является тем местом, куда собираются не только жители града Петрова, но и паломники, с тем, чтобы помолиться отцу Иоанну Кронштадтскому, великому угоднику земли русской, и молитвеннику и о церкви нашей, и о стране нашей, и, конечно, о граде Петровом. Еще раз всех, мои дорогие, я сердечно поздравляю с этим праздником, владык, матушку игуменю, сестер и всех присутствующих. Ну вот, а в память о пребывании в этом святом храме и всей святой обители хотел бы преподнести образ покрова Пресвятой Богородицы. Под ее амафором, как говорили еще провидцы земли русской, пребывает наша земля. Верим, что этот покров простирается и ныне над Россией, и верим, что простирается над всеми, кто с верой и надеждой обращает к Пресвятой Богородице свои молитвы. Храни вас Господь! С праздником всех вас поздравляю!